Понятно, что она традиционных рунологов удивляет, а даже в некотором смысле настораживает, потому что от нее идет некое такое христианизированное восприятие. Но она уникальна тем, что она высказывает уникальное мнение, видение. И во многом тем, кто не находит утешения в христианстве, или эта религия становится для них как бы тягостной и влекут руны, то в принципе книга Ральфа Блюма это очень мягкий переход из одной традиции. При этом должно быть четкое понимание, что вот этот переход это всего лишь мостик к пониманию рун, для того, чтобы не оставить фундамент. Но рано или поздно этот фундамент придется оставить. И хотя бы потому оставить его, что руны и христианство это разные традиции. Поэтому если вы хотите плавно перевести свое сознание в сознание рунической магии, северной традиции, то книга Ральфа Блюма как раз та самая, которая вам поможет по-другому осознавать, по-другому менять свое мировоззрение и по-другому осознавать руны. Вы можете ее критиковать, вы можете ее отвергать, но она есть. И лично в моей жизни она совершила тот самый переход, о котором я говорил, тот самый мостик. Вот. Поэтому сегодня 5-й выпуск чтений с комментариями. А давайте почитаем вместе. Ральфа Блюма. Мы остановились на то, что находит, кое-кто находит, что весьма помогает сосредоточение на дыхании. Следите за вдохом и выдохом. Дыхание должно быть медленным, свободным и ровным. Отбросьте все ваши заботы и огорчения хотя бы на мгновение. Возможно, вам захочется прочесть молитву, особенно если ситуация, с которой вы столкнулись, носит напряженный или тревожный характер. Вот здесь я хотел бы остановиться на этом абзаце. И, естественно, последователя язычества помолиться, да, то есть попахивает христианством. Но на самом деле это предвзятое отношение, потому что люди испокон веков молили богов своих по какой-либо помощи, особенно когда напряженный или тревожный характер событий, и не у кого спросить совета, не знаешь, куда двигаться, и в таком растерянном состоянии ищешь где-то утешение. И отношение Ральфа Блюма к рунам как оракулам, которые могут дать мудрый совет, это как раз тот момент, где все средства хороши. Поэтому есть ли какие-то жесткие рекомендации для попрошения рун? Скажу так, нету. Их не может быть, потому что как только эти рекомендации появляются, можно сказать, что это уже путь не туда. Потому что путь к себе начинается именно с того, что человек сам сонастраивается на определенный канал информационных потоков, и неважно, какие средства он для этого использует. Потому что самый главный враг человека – это его неуверенность, мотивируемая страхом. Вот для того, чтобы убрать эти все моменты, вот тут очень важный момент, важный момент в каком плане? Это сонастройка, привести свое сознание в равновесие, привести себя в полное равновесие. В противном случае, какой бы оракул ни был, руны или еще какой-либо другой, вы не услышите, не поймете его, вы не услышите самого себя. Потому что напряжение и тревога – это как раз то, что выводит в состояние слышания. Поэтому сонастройка, она очень важна при попрошении рун. Нужно сосредоточиться. Но если возникла заурядная житейская проблема, вы всегда можете обратиться за советом к рунам.
без соответствующей подготовки. Вам необходимо то, что вводит в игру энергию рун. Помните, что вы пребываете в пространстве игры. Я уже говорил в предыдущих выпусках, что здесь, скорее всего, игра не совсем точно переведено. Хотя, может быть, это и имелось в виду. Но мне почему-то хочется игру перевести как запуск. Потому что play, игра, видимо, на английском, она еще и имеет другое значение, запуск. Поэтому если мы ставим вместо слова игру запуск, то текст примерно будет читаться так. Вам необходимо то, что вводит запуск энергию рун. Правда, по-другому звучит. И помните, что вы пребываете в пространстве запуска, священного запуска. Самое время обратиться за советом к рунам, когда вы исчерпали свои внутренние ресурсы, стоите перед лицом ситуации, в отношении которой располагает и информацией, носящей ограниченный или неполный характер. Мысленно сосредоточьтесь на проблеме. Вот сноска. Как при толковании сновидений нужно предельной точностью следовать его структуре и содержанию, так и при вопрошении оракула необходимо держать в памяти формулировку. Но это, иными словами, формулировку или запрос, она очень важна. Потому что порою я даже рекомендую, когда вы вопрошаете руны или другие оракулы, записывать этот вопрос, потому что запись вопроса, она четко формулирует запрос в информационное поле. Таким образом вы получите более четкий ответ. То есть это не будет плавающий какой-то вопрос или абстрактный вопрос. И желательно, написав этот вопрос, перечитать его для того, чтобы вы четко понимали, что правильно заданный вопрос дает правильный ответ. Запустите руку в мешочек, установите контакт с камнями, ну или с рунами, с плашечками. Блюм вообще экспериментировал с рунами на камне. Извлеките руну. Как выразился один человек, практикующий рунема, правильная руна всегда сама тычется мне в пальцы. Вот здесь тоже я бы остановился и обратился бы к принципу кота Шрёдингера. Помните, в квантовой физике есть такая теория, что все варианты, они могут быть. То есть одновременно может быть кот мертв в коробке и кот живой. Ну, это такой яркий пример, не в плане вот любителей животных, что там кого-то там убивает или еще что-то, а в том плане, что все варианты есть в пространстве вариантов, как озвучивал Зеланд. Поэтому правильный для вас ответ пространство уже подготовило, если вы правильно задали вопрос. Когда вы бросаете руны для кого-либо другого, попросите этого человека, чтобы он предельно четко сформулировал проблему, ну, вопрос. Мысленно, но не называл ее вслух. Тоже вариант. Это исключит всякую возможность бессознательного привнесения чего бы то ни было личного в вашу интерпретацию. Кстати, тоже очень интересный показатель. Но опять же, в данном случае где-то потери какие-то, да, вот, или читки информации. Здесь важен момент, знаете какой? Абсолютная абстракция, абсолютная нейтральность к этому. Вот почему подготовка, нейтральность или определенная тренировка, она очень важна. Так, чтобы действительно свою личную интерпретацию не вносить во все эти показательные практики. Если предсказание, сделанное при помощи рун, захочет получить ваш приятель, живущий достаточно далеко, то телефон всегда к вашим услугам. Попросите вашего приятеля сконцентрироваться на проблеме, а затем извлеките руну из мешочка. Чтение рун для того, кто находится
8000 миль от вас не менее эффективно, чем если бы этот человек сидел рядом с вами. Многие тоже, ну, даже одно время и я смущался, что человек находится достаточно далеко. На самом деле информационное пространство настолько близко, что не имеет значения расстояние. Не имеет значения, насколько близко человек находится или насколько далеко находится. Считать информационное поле не составляет никакого труда. Все гвозди, препятствующие этому, находятся в самом человеке. Поэтому, если человек принимает, что он может это делать, то он может это делать. Если у него есть препятствия в этом, то он это сделать не сможет. Поэтому тут должен согласиться, и это так и есть, неважно расстояние, потому что, опять же, обращаясь к новым открытиям квантовой физики, принцип суперпозиции говорит о том, что если одна частичка или элемент меняется, меняет свою полярность, то другой, неважно на каком расстоянии, меняет на противоположную. Иными словами, они сообщаются друг с другом, независимо от расстояния. Ну, тут очень большой вопрос относительно расстояний, да, вот. И в первую очередь препятствия могут быть только в самом человеке. Если вы хотите обратиться к рунам за советом для другого человека, но в данный момент не имеете возможности и спросить его на то согласие, лучше всего выяснить при помощи оракула, своевременно ли и корректно ли подобное действие. Тут я совершенно согласен, потому что есть вселенский закон воли, и спрашивать о другом человеке что-либо, нужно получить согласие, даже если это родственник в какой-то степени. То получить ответ да или нет, возьмите мешочек, вытяните руну. Прямое положение руны будет означать утвердительный ответ, перевернутый отрицательный. Если случится так, что вытянутая вами руна окажется одной из 9 рун, которая не имеет перевернутого положения, повторите. Тут хотел бы заметить такой момент. Оператор рун, который оперирует в данном случае рунами, он устанавливает определенные правила или порядки для определенных раскладов. Эти порядки должны быть четко, устойчиво осознаны. Поэтому так вот делать, как говорит Ральф Люм, если это вам импонирует, делайте так. Если вам это не импонирует, не делайте. Делайте по-другому. Важно, чтобы перед этим вы установили позиции. Вот по поводу этого абзаца. Вы можете вопросить руны о том, следует ли вам сменить род деятельности и так далее. Правильной постановки задачи, нечто, что относится к своевременности и правильности действий. Тут один важный момент. Дело в том, что если относиться к оракулам именно тем же рунам, относиться именно с таким моментом, вот они сказали, нужно сделать, то это не совсем верный подход. Потому что в первую очередь решение и действия и какие-то, особенно последствия этих действий, несете вы. И ничто вас не сможет оправдать в том плане, что если вы сделаете, что посоветуют руны, а у вас чего-то там не выйдет, да, то типа виноваты руны. Это абсолютно безответственный подход. Поэтому в данном случае отношение к рунам должно быть таким, что если вам есть какие-то вещи непонятны, то вы обращаетесь за советом. И руны дают вам совет, как и любой другой оракул. А вот как вам поступать, зависит от вас. И поэтому относиться в буквальном смысле, вы сказали, значит я так сделаю, это немножечко безответственно. Поэтому
я бы здесь рассматривал так, что ты руны-то спрашивай, а сам не плашай. Знаете, перефразировал пословицу. Поэтому спрашивайте по любому вопросу, но спрашивайте в таком ракурсе, чтобы что вы получаете совет. Иногда то, что советуют руны, это не факт, что нужно пойти и сделать. Понимаете, вы можете спросить руны, мне стоит пойти удавиться, и руны скажут да, так что пойти удавиться. Поэтому, ну, я так радикально говорю. Вот. Поэтому мудрость даже в вопрошениях, она должна иметь определенную долю ответственности за то, что вы вопрошаете. Вашу личную ответственность. Заметим, что предпочтительнее использовать слово проблема, а не вопрос. Вот здесь я с Ральфом не соглашусь, несмотря на его авторитет, потому что как предпочтительнее спрашивать вопрос или проблема, просто я объясню, как я вижу, что такое проблема. Проблема – это накопленный нерешенный вопрос. Когда у вас есть один нерешенный вопрос, это одно, но когда есть два нерешенных вопроса, которые по своим параметрам сходны к определенной ситуации или к определенному, будем говорить, деланию или действию, то это уже проблема. Поэтому проблема на самом деле, она состоит из совокупности нерешенных вопросов, неразгаданных вопросов или не раскрытых вопросов. Поэтому в первую очередь для того, чтобы спрашивать не глобально проблему, потому что глобально вам и будет дан ответ, нужно эту проблему разбить на вопросы и вопрошать. Вот, вопрошать руны. Вопрошать — это спрашивать руны. Спрашивать по каждой отдельному вопросу. Когда вы увидите, я вам скажу, что даже эта практика, когда вы по проблеме расписываете, эту проблему расписываете по вопросам, то тогда вы видите, что это вовсе не проблема, а просто совокупность нерешенных вопросов по одной тематике. Вопрос можно сформулировать следующим образом. Я дальше читаю. Следует ли мне положить конец этим взаимоотношениям? Формируя проблему, вы скажете: проблема заключается в моих взаимоотношениях. Вот смотрите, проблема заключается в моих взаимоотношениях, ведь на самом деле большинство людей начинают обращать на неприятность тогда, когда она обостряется. А ведь к моменту прихода к проблеме было не решено очень множество вопросов, которые привели к застою, к нерешению. Таким образом возникла проблема. И тогда, как правило, знаете, обращают внимание. На самом деле, изначально, если практиковать решение вопросов, то и проблем не будет. Знаете, где-то таком. Вместо того, чтобы спросить, согласиться ли мне на эту новую работу, следует сказать: проблема в моей работе. Это маленькое различие имеет решающее значение. Если вы задаете вопрос, а оракул дает ответ, то дальнейшая ваша роль сугубо пассивна. Если же формулируете проблему, оракул дает вам комментарий к ней, это побуждает вас искать свое собственное решение, самому для себя определить, какое именно действие будет правильным. Ну, в какой-то степени да, но здесь опять же проблема в моей работе. Или согласиться ли мне на эту новую работу, это всего лишь навсего снятие с себя ответственности. По сути, где-то завуалировано Ральф Блюм мягко так вот подвел к тому, что нужно отвечать за последствия вопрошений, потому что любые вопрошения, они должны как бы подвигать или толкать на определенные действия, на определенные решения, на определенные поступки. А когда задается вопрос, делать мне или не делать, согласиться ли мне и не согласиться, это перекладывание ответственности. Поэтому
В какой-то степени я бы рекомендовал обращать внимание именно на последствия, на ответственность и формулировать так вопрос, который бы не перекладывал ответственность на некий ответ, а давал возможность решению вопроса. Потому что привычка не решать вопросы, как правило, становится следствием того, что человек безответственно относится к своей жизни. Вот, наверное, где-то такое восприятие. Если вы не имеете в виду какую-либо конкретную проблему, ну, мы уже об этом говорили, но тем не менее, испытываете потребность обратиться к рунам, просто спросите, что мне следует сейчас знать о ходе моей жизни. Ответ оракула всегда будет своевременным и информативным. Кстати, практика сверяться с правильно ли я иду, она должна быть тоже, в какой-то степени разумно воспринята. То есть сверять свою жизнь с своим курсом жизни, да, то есть свою жизнь, то, что я проживаю, и то, что для меня будет во благо, это хороший момент, потому что это как, знаете, поправка на компас, поправка на движение, чтобы не сбиться с курса, который для тебя, в общем-то, назначен, или тот, который вы, познав как истинную волю, стремитесь. Поэтому, если это сверка для того, чтобы не сбиться со своего пути, то да. А если это, опять же, возвращаясь к тому, что было сказано, проверка на то, чтобы кто-то за меня сказал, как мне жить, то, наверное, здесь как-то вот опасно идти, потому что за советом. Опасно в каком плане? Потому что, опять же, это пассивный подход к принятию, к ответу, да? Это перекладывание своей ответственности на что-то или на кого-то другого. Вот где-то так. Опережающий совет рун. Может случиться так, что полученный вами совет неприменим к видео. Пусть в комментарии напишет особенность перевода проблема и вопрос, как он воспринимается. Вот особенно относительно сегодняшней речи, сегодняшнего чтения, может ли быть здесь неточность в переводе. Мне почему-то кажется, что в определенном смысле переводчик не совсем точно перевел. Он перевел дословно, он перевел правильно. Я не хочу говорить, что он сделал как-то так по-другому. Но мне кажется, что здесь есть определенный, другой смысл обратиться к дословному переводу. Вот что значит перевод, знаете? Конечно, почитать бы в оригинале, зная язык, это было бы намного более интересно. Может случиться так, что полученный вами совет неприменим к вашей проблеме. Когда подобное случается, следует предположить, что руны сообщают о какой-то более важной проблеме, ускользнувшей от вашего внимания. В чем-то, в чем вы еще не отдаете себе осознанного отчета. Это руническое опережение является, по-видимому, непроизвольно действующим автоматическим страховочным механизмом. Подобным же образом, если вы оказались озабочены сразу двумя проблемами и не можете решить, которая из них более насущна, руны, то есть ваше внутреннее знание, сделает для вас выбор, дадут совет, относящийся к той из них, которая требует более неотложного разрешения. Я хочу подтвердить как практик, например, такой момент, что порой, задавая вопрос,
получаешь ответ, который совершенно не относится к заданному вопросу. Ты его не понимаешь. Здесь могут быть причины две вещи. Первая вещь. Во-первых, у вас уже есть готовый ответ, который вы хотите получить, но расклад или руны, выпавшие при попрошении, они противоречат тому вашему уже готовому ответу. Это говорит только о том, что вы больше углубились уже в готовый ответ и его сами уже имеете, вы просто хотите, чтобы вам кто-то поддал. Здесь руны в данном случае будут беспристрастны. Ну, такая система, такова система. Второй момент. Вот здесь Ральф Блюм очень четко указывает на один момент. Дело в том, что порою, удерживая два запроса одновременно, да, мы получаем иногда ответ на второй запрос. Поэтому очень важно, ну, я во всяком случае стараюсь так практиковать. И я не могу вам советовать, но может быть это вам поможет. То выписывать все вопросы на бумагу. И тогда, когда вы выписываете с намерением, выписываете вопрос с намерением задать эти вопросы поочередно, особенно если они касаются определенной ситуации или определенной сферы, ну, входной по смыслу, то в принципе вы тогда получаете более четкий ответ, и вам легче будет анализировать ответ на предыдущий вопрос, на следующий вопрос. В совокупности это даст объемную картину, объемное понимание и видение. Поэтому в определенном смысле нужно быть, абстрагироваться где-то от этих моментов и подходить более четко, более выраженно, потому что руны, они дают более четкие, я бы сказал, и вот безапелляционные ответы. Поэтому нужно быть готовым к тому, что мягкости в рунах не будет. Руническое опережение является, по-видимому, непроизвольно действующим автоматическим страховочным механизмом. Подобным же образом вы оказались озабочены сразу двумя проблемами, не можете решить, которые из них более насущны. Вот здесь вот действительно может быть вылезти более ярко. Дело в том, что вопрос, который вы поднимаете, и, например, у вас есть два вопроса, то тот вопрос, который максимально насыщен энергией, на тот вопрос руны реагируют более насущно. То есть они реагируют как на источник энергии, на который нужно дать ответ. Поэтому здесь стоит прислушаться. И вот почему я говорю, что стоит выписать вопросы, потому что в некоторых случаях вы можете понять, что этот ответ относится к тому вопросу, а этот вопрос к тому, и какой из этих вопросов имеет приоритет. Ну и сейчас посмотрим, какова глава толкования прямого и перевернутого положения. Давайте мы еще разберем с вами толкование прямого и перевернутого положения и будем завершать сегодняшнее чтение. Толкование прямого и перевернутого положения. 9 рун читается одинаково. То есть это необратимые руны. Если вы посмотрите, в 24 рунах есть 9 рун, которые независимо прямые или перевернутые, они имеют одно и то же изображение. Как бы вы не вытащили их из мешочка, остальные 16 имеют разное значение. В данном случае 15, потому что у Ральфа Блюма 25 рун, я напомню. Остальные 16 имеют разное значение в прямом и перевернутом положении. Например, руна движения Эвос в прямом положении выглядит как, вот я ее изображу, как буква М.
Перевернутое как перевернутое. Перевернутое положение обращает ваше внимание на те аспекты ситуации, которые могут воспрепятствовать движению, или на тот факт, что, возможно, само по себе движение в данный момент будет неуместно. Ко всему прочему, надо помнить, что если руна оказалась перевернутой, это не повод для беспокойства, но скорее указание на то, что правильный образ действий потребует от вас внимательности и осторожности. Перевернутое положение нередко указывает на то, что сейчас самое время обратить внимание на какой-то из аспектов вашего поведения, на какую-то из сфер вашей жизни, на что-то, над чем до этого момента вы не предпочитали задумываться. Дело в том, что в рунах нету негативного или позитивного положения рун. То есть в данном случае прямые руны, то есть это все хорошо, все замечательно, а перевернутые руны это плохо и все такое. Это предвзятое отношение тех, кто не понимает, до конца не раскрыл для себя смысл рун. Дело в том, что прямые руны это активные энергии, а перевернутые руны это неактивные энергии. Но в данном случае можно так сказать застой в энергии или движение энергии в обратную сторону. Поэтому естественно, что если рассматривать руны как предсказатели энергии, да, то мы можем говорить вот о чем. Мы можем говорить о том, что перевернутые руны дают больше информации порой относительно наших вопросов, особенно трудностей, или даже если хотите проблем, пусть даже будет так, намного более информативно, чем прямые. Хотя все зависит от контекста запроса. Поэтому в данном случае, практикуя вопрошение рун, нужно оставить вот этот момент, что прямые руны это хорошо, перевернутые это плохо. Этот дуализм к рунам как-то практически вообще не относится. Поэтому обратите на это внимание и абстрагируйтесь от того, чтобы руны были в вашем сознании плохо и хорошо. Вот. В противном случае, если вы относитесь именно в таком плане, что это плохо, то тогда и не берите руны. Или если это хорошо, тоже не берите руны. Руны это нейтральный, абсолютно абстрактный, абсолютно равновесный, будем говорить, такой беспристрастный советчик, который не говорит, что плохо, что хорошо, который помогает или подсказывает решить ваш вопрос. Вы задаете его, будете готовы получить любой ответ. В том случае честный, прямолинейный, открытый, это я вас могу заверить. В каком бы положении ни была извлечена ваша руна, в прямом ли, перевернутом ли, всегда стоит учитывать обе ее интерпретации. Поступая таким образом, вы сможете затронуть все аспекты ситуации, включая те, что пока не ясно выражены. Ну, на самом деле, в общем-то, да, но я вам хочу сказать, что одна и та же самая руна, будь то в прямом или в перевернутом руне, в перевернутом положении, она имеет множество ассоциативных интерпретаций. И естественно, что вот эти множественность интерпретаций, они нарабатываются индивидуально. Есть какие-то базовые ассоциации с интерпретацией руны в том или в другом положении. На самом деле они больше индивидуальны. Здесь нужно быть смелым лично для себя в определенной интерпретации и не бояться такой вещи, как «а вдруг я неправильно интерпретирую?». Вы неправильно интерпретируете, если вы изначально их взяли первый раз. Опять же пример Ральфа Блюма, он взял их первый раз, имел только определенную такую аннотацию, краткую, и он стал их изучать. Поэтому, если вы хотите получить более широкую интерпретацию, более широкое понимание, то руны следует изучить.
Ну, естественно, я приглашаю вас на курс рунической биоэнергетики, где можно изучить руны, можно изучить и понимать их смысл и их глубину. Буду рад вас видеть, у кого есть желание и тяга. А на сегодня все. Мы остановились на 49-й странице. Продолжим в 6-м выпуске. И традиционно ставочка, приглашающая подписаться на мой канал. Подписывайтесь обязательно, потому что таким образом вы не пропустите, подписавшись на канал, следующий выпуск. Ну и вообще у меня на канале очень много интересных вещей. Я стараюсь выкладывать разные видео, разные длины. Вот, поставьте колокольчик и уведомления, чтобы вам приходило сообщение, что вышло новое видео. Потому что